Журналист Максим Шевченко. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Слушатель интересуется, я тоже. Все ли у вас хорошо? В смысле того, что вы извинялись перед Рамзаном Кадыровым, какая-то история, вы то ли сказали, что вы были неправы, то ли вы были правы, но не правы по тону. Можете нашим слушателям Не, у меня все очень хорошо. Еще раз объяснить Это было просто ничего такого серьезного не произошло, просто Рамзан Кадыров начал очень серьезную дискуссию о событиях 99-го года и личности имама Шамиля, его роли в истории. И я, когда комментировал его высказывания, на мой взгляд, допустил некие резкие такие обороты речевые, которые в Ютубе, наверное, допустимы. Но мне просто сказали: Максим, мы говорим о событиях, в которых погибли миллионы людей. И я подумал, просто на таком языке, в таком тоне разговора не будет продолжаться. Да. А мне интересно продолжать разговоры с Рамзаном, и с дагестанцами, и с Магомедом Даудовым, с другим, потому что это важная тема. Он, на самом деле, поднял очень важную тему, и для меня, как говорится, не было никакой проблемы сказать, что да, я сказал слова очень грубые, потому что я думаю, что тема, которую он поднял, она... То есть вы извините не за слова, а за тональность? Абсолютно за тональность. Я знал отца Рамзана Кадырова, я знаю хорошо много лет Магомеда Дауда, у нас были разные отношения по разным вопросам, по поводу Игоря Каляпина и так далее. В данном случае я считаю, что на самом деле есть темы, и Кавказская война, то есть геноцид населения Северного Кавказа, в ходе которого было истреблено огромное количество чеченцев, дагестанцев, жителей других народов Северного Кавказа, истреблено Российской империей. Это было неспровоцированное истребление. Эта тема, она требует спокойного академического разговора в полголоса. Поэтому я считаю, что замечание, которое было мне сделано, вполне дружески. Оно очень верно. Если ты хочешь говорить в таком тоне, тогда не рассуждай на эту тему. А мне интересно. Я очень много читал все эти дни, и я, собственно, понял, что он имел в виду, когда поднял этот вопрос. А в чем расхождение ваших позиций? Там были исторические моменты. Просто он в первом интервью назвал некоторые факты, которые расходятся с официальной позицией, с официальной историей. Допустим, имам Шамиль пришел в Дагестан с 400 сподвижниками. Но не пришел в Дагестан с 400 сподвижниками после разгрома под Ахульго, где погибла его жена, его сын, его сестра и ее сын. Он сам был ранен, он вытащил маленького сына Гази Мухаммеда на спине. Он пришел 6 человеками по приглашению чеченцев. Но суть не в этом. Как говорится, детали – это вопрос историков. Я понял просто главный мотив, с которым он выступил, почему он это сказал и почему это было обращено. Он сказал: смотрите, говорит, кипиш, условно говоря, то есть войну, газоват, джихад, начинают дагестанцы, или начинается за пределами Чечни, а по счетам всегда платят чеченцы. Почему объединены были два эпизода? 99-й год, он подробно рассказывает, дагестанцы вторглись в Ботлях, но потом 3 года месили танками Чечню. Что там было, мы помним, Ира, прекрасно, да? А большая часть Дагестана тем временем была тылами армии и вполне зарабатывала на этой войне. Хотя там тоже были репрессии, но это было несравнимо с тем, что было в Чечне, где просто был геноцид чеченского народа. Равно как и Кавказская война. Да, он говорит, значительная часть долинного Дагестана перешли на сторону империи. Это тоже логично, потому что армия опиралась на равнинный Дагестан. В основном бои шли и страшные карательные операции в горах, в Горной Чечне, в Горном Дагестане. Наверняка в Ингушетии нет? в меньшей степени. Меньше. Это отдельная история. Мы сейчас ее затрагивать не будем, понимаете. И там тоже, естественно, было джейрахские башни расстреливали и все такое прочее. Да, как раз про это. Нет, то, что творили в Шатойском районе, введено. То, что описывает Лев Толстой в Хаджи-Мурате при разорении аула Гихи, ничего подобного не было. И то же самое до конца. До конца, как говорится, чеченцы платили по всем счетам. Он об этом сказал. Я подумал, много очень прочитал. В частности, допустим, эпизод такой, который я не знал. Почему, допустим, чеченские наибы, то есть его министры Шамиля, он назначал, они сказали ему уйти из Чечни. И я нашел ответ. Где-то написал, он хотел своего сына поставить имамом вслед за собой, что было неправильно, потому что его-то избрали
чеченцы имамом Чечни и Дагестана. И это не предполагало наследственную роль. То есть, тоже То есть на самом деле, да, Рамзан поднял очень важные вопросы необходимости изучения и истории. Не так называемого пролития правды, а изучения более детального. Потому что вокруг этого сложились целые мифы. Чеченцы платят по счетам, но главная мысль его в следующем. Чеченцы платят по всем счетам, платят страшно. А до сих пор, как говорится, он это не проговорил, но это следует. Посмотрим, допустим, Ауховский район до сих пор они не могут вернуться в те дома, из которых их когда-то выселили в 1944 году. До сих пор? Конечно. Почему? Ну, это спросить надо руководство Российской Федерации, которое, просто несмотря на все люди решения, несмотря на решение съезда народов Дагестана, не может обеспечить это. Подождите, речь идет о дагестанском селе? Или На территории Дагестана есть районы, из которых, которые являются исторически чеченскими районами, где жили чеченцы-акинцы, Ауховский район или Новолакский он называется. И до сих пор чеченцы, многие считают... Вы можете Бувайсары сойти, его позвать, олимпийского чемпиона, там многократного депутата Госдумы, он вам расскажет об этом тоже. До сих пор, несмотря на все решения, которые были в начале 90-х и так далее, не восстановлены в полной мере вот эта справедливость. То есть, на самом деле, я считаю, что федеральный центр искусственно поддерживает конфликтную ситуацию. Мне кажется, что Рамзан просто хотел каким-то образом актуализировать этот момент дискуссии, диалога и разговора о исторической справедливости во всем контексте от событий XIX века. Хотя там еще был момент, как будто имам Шамиль был виноват в том, что с чеченцами так обращались. На самом деле Кавказская война была ответом на политику Российской империи. Это была политика Ермолова. Ермолов ясно совершенно написал в записке Александру Первому: чеченцы должны быть уничтожены полностью. Это записка, которая существует вот в архивах, он не стеснялся, Ермолов, его мемуары достаточно почитать. Ни один нацистский преступник так не описывал, как надо обращаться с евреями, как Ермолов описывал, как надо обращаться с кавказцами и с чеченцами. И памятник этому человеку стоит в Пятигорске. Я понимаю, памятник ему на Бородинском поле, это было бы логично. Там или под Кульмом, или где-то под Лейпцигом. Но на Кавказе, это просто сознательное такое, понимаете ли, я даже не знаю, с чем это сравнить. Хотели памятник фон Засу ставить, который черепа адыгов коллекционировал. Политика России и российского государства, Российской империи по отношению к Кавказу, она находится за рамками морали, за рамками этики и за рамками нормальных отношений. Поэтому я, чтобы оставаться вот в этой дискуссии, и, как говорится, взял обратно резкие слова, которые здесь не к месту, когда речь идет о таком геноциде, каким была Кавказская война, и в 20 веке, как это продолжалось, мы все это прекрасно видели, на наших глазах это все происходило. Максим, а как же так получается? Ведь Рамзан у Владимира Путина, вообще у российских властей, мне кажется, давным-давно в абсолютном фаворе. Почему же ему навстречу не идут? Я не думаю, что он в абсолютном фаворе. Я думаю, что в каком вопросе? Кто идет в кавказском вопросе? Вы знаете, что голова, череп Хаджи Мурата, как будто какие-то людоеды. Вот тут нас критикует исламское государство, запрещенную организацию, головы отрезает. В Кунсткамере лежит череп человека, описанного Львом Толстым. Череп Хаджи Мурата лежит там, понимаете? В Кунсткамере, зайдите, там лежат черепа и кожи людей, которые там, кыргызское восстание, кожа кыргыза там была, там и так далее. Вы сначала, прежде чем кого-то осуждать, посмотрите, кем вы являетесь. Когда у вас в Петербурге лежат человеческие черепа и человеческая кожа хранится. И это, как говорится, в архивах. Почему взять и не сказать, вот все, давайте. Потому что надо просто отдать голову Хаджи Мурата. Просто взять и похоронить голову народного героя аварского народа, который еще является и героем русской литературы, которому посвящена одна из блистательнейших повестей. Почему это не делается? Политическое решение. Это все политическое решение. Поэтому вы не преувеличивайте, пожалуйста, влияние. Да, есть какое-то личное влияние, я думаю, там с Путиным, с кем-то из силового блока. Но с другими людьми из силового блока, я думаю, очень плохие отношения. А хочется поговорить об истории архангельских врачей, которым привезли зараженных радиацией после взрыва в Белом море, и не сказали о том, по крайней мере, по словам самих врачей, о том, что за люди у них, их пациенты, и что они были заражены радиацией. Почему, как вы думаете, до такой степени опять не хотят нам ничего рассказывать?
Нам или врачам? Ну, мы врачи. Если это секретный проект, думаете, если это секретный проект, нам ничего нам не обязаны рассказывать. В любой стране, хоть в Америке, хоть в России. О последствиях не обязаны Нет, рассказывать. секундочку. Если это секретный военный проект, я не знаю ни одной страны на Земле, вот самой открытой общественной медийной системой, которая бы рассказывала о деталях закрытых суперсекретных военных испытаний. Я об этом и не прошу, и никто об этом не просит. А если речь идет о последствиях, то вот привезли этих людей к этим врачам. Во-первых, у меня два вопроса. Почему это военные врачи? Или это не военные врачи? Архангельская областная больница. Ну, тогда я вообще не понимаю. У них что, нету специальных... Если люди занимаются ядерными исследованиями, там должны быть специализированные медицинские какие-то, наверное, центры. Дело в том, что моя бабушка, которая занималась созданием ядерного оружия в 40-е годы, также умерла от лучевой болезни. Она была гидрогеологом. Они работали с маленьким папой моим, полетели в Германию в 1946 году. Раиса Петровна Шевченко. И она там облучилась, как и все ее коллеги, потому что там были под обершлемы шахты урановые, Висмут, это потом был на территории ГДР. Это уран они носили, естественно, в одежде. Она еще молодая, красивая там, женщина, 40-летняя, умерла в начале 50-х годов от лучевой болезни на руках своего сына. И то же самое, она была засекречена и сначала не могла получать никакой квалифицированной помощи. Но потом, в начале 50-х, ситуация и исправилась. Ее приписали к специализированной, значит, первой там какой-то, ну, в общем, я не знаю, там какой-то супер чего-то. Дали в Москве квартиру, по тем временам не коммуналка, значит, на Таганке квартиру однокомнатную в Товарищеском переулке. И, в общем, я думаю, что государство должно нести ответственность прежде всего за тех ученых, которые рискуют жизнью и создают, наверное, нужное и точное, страшное ядерное оружие какое-то. Тут ответственность государства, я вообще не понимаю, почему их привезли в какую-то штатскую больницу. Мне это просто непонятно. Что касается ядерного заражения, то, конечно же, если есть угроза городам или населенным пунктам, люди должны быть извещены об этом. Но, насколько я знаю, вот режим секретности, хоть у нас, еще раз подчеркну это, хоть где угодно, я не подразумеваю, что прямо сейчас вот выходит там, допустим, какая-нибудь организация, которая занимается созданием ядерного оружия и начинает давать брифинги публичные. Я просто не знаю, в Аламу такого, по-моему, тоже не было. Повторюсь, что именно этого и никто не требует. Требуют объяснить людям, что происходит. Хотелось бы понять, может быть, нам не нужны детали, но нам, безусловно, нужна, как с Чернобылем, там есть угроза радиационного фона, заражения или угрозы нет. Причем желательно не врать. Ну вот, мне кажется, еще одна проблема была в том, что никто из больших чиновников не поехал на место, и не встал там, не сказал, смотрите, я стою здесь не опасно. Ну, условно говоря. Я думаю, их не пустили бы туда, если это то место, где этот двигатель взорвался, по идее. Вот нет, это там, где имеется в люди виду. живут. Я же говорю не в центре. Ну, а как? Ну, стоит чиновник, люди... сквозь него летят какие-то рентгены, там, или я не знаю, что там, нейтроны, ну и что? Ну, вот так. Люди Кто это живут, поверит в это, да, во все? И никто не знает, Надо, что чтобы происходит. он стал с радиометром. Дозиметром, и чтобы людям были розданы дозиметры. Вот государство должно сейчас взять, закупить дозиметры хорошие и раздать в окрестности людям дозиметры. Чтобы люди сами определяли, опасность и там или не опасно. Ну, о чем мы говорим? Когда задымило города после лесных пожаров, людям тоже, так же, как и в 2010 году, врали, что этот дым не опасный, можно им дышать спокойно и так далее. Никто же не говорил ни о каких превышениях допустимых каких-то норм в воздухе до тех пор, пока все не начали об этом просить. Вот это же большая проблема. Вам не кажется, что людям не говорят правду, хотя люди на самом деле, мне так кажется, не будут паниковать, они будут предпринимать какие-то действия, чтобы спасти себя и своих Это детей. чудовищная проблема, государство – это вообще ложь. Государство названо в Писании зверем, который врет, как говорится, любуясь самим собой. Но ложь из уст этого зверя исходит. Поэтому тот, кто верит государству, это просто безумец, на мой взгляд. Я считаю, что мы должны сами добиваться путем гражданской консолидации, путем создания разных гражданских институтов контроля, экологического контроля, путем борьбы за местное самоуправление, которое раздавлено в России, растоптано. Потому что никаких свободных выборов нет в местное самоуправление. Активистов, которые выступают, допустим, за экологическую чистоту там, своего района, я это знаю просто по Владимирской области, власти прессуют и тыкают в местное самоуправление тех, кто просто получает от них в конвертах деньги
и, значит, потом, как говорится, поднимают руку как надо. Прям в конвертах? Ну, наверное, да, как иначе? А как иначе объяснить? Ну, не запугивают же их, ну, не говорят же им, мы ваших детей убьем. Значит, что-то людей держит, что-то заставляет их, когда рядом с твоим населенным пунктом свалку организуют огромную, вонючую, которая явно будет вредить тебе, твоим детям, вот смотря такими стеклянными глазами, говорить, нет, эта свалка не угрожает, мы голосуем за нее, например, там и так далее. Ведь что-то же заставляет, что? Корысть? Ну, или страх, или корысть. А что еще двигает людьми? Поэтому я думаю, что это вот так вот все. То есть, да, народ раздавлен полностью в стране, полностью раздавлен, полностью подчинен интересам крупного капитала, который создал для себя это государство либерал-фашистское, которое полностью как бы работает только в его интересах, и интересы крупного капитала считаются прогрессивными, там, двигающими вперед, фантазии, которые им приходят в голову, допустим, вот 5 агломераций: Московская, Уральская, значит, там Краснодарская, Санкт-Петербургская. Вот всех людей надо экономическими мерами путем прекращения дотаций жизни на селе, в малых городах согнать в большие 20-30 миллионные города. Фашистская, в принципе, идея-то. Фашистская, абсолютно. Ну, ничего, они считают, что это прогрессивно, что это поможет развивать там банковскую систему, супермаркеты, там, не знаю, сетевые разные торговые центры. А то, что везде в Европе, допустим, идут дотации как раз людям, которые живут там в провинции, чтобы поддерживается производство сыров, колбас, там, и вин во Франции. И не наоборот, как говорится, не гонят всех в Париж, но на это им наплевать, у них тут свои интересы. Эта страна полностью подчинена интересам узкой группы людей, которые вытягивают из нее все силы, соки и жизнь. Это оккупированная территория. Ну, просто и иначе нельзя воспринимать то, что мы тут видим. А вот про как раз Владимирскую область хотела спросить. А имеет смысл быть депутатом Заксобрания любой области? Ну, вот просто по пользе, не знаю, ну, почему-нибудь. Ну, вот наша оппозиционная фракция, ни одного практически предложения, серьезного, которое мы предлагали по мусору, просто все блокируется. Единая Россия обладает большинством, и они просто блокируют. Мы вообще не нужны. Если мы выйдем из зала, выйдут все остальные фракции, они могут просто сидеть в одиночке штамповать законы. Я предлагал такую систему, полностью бойкотировать заседания Заксобраний, потому что просто участвовать в этом фарсе, в этом спектакле смысла нет. Они зачастую иногда, но статус депутата позволяет действовать за рамками Заксобрания, встречаться с людьми, организовывать людей, поддерживать людей в их борьбе там, против мусора, за трудовые права. И, безусловно, сейчас начнется хороший сезон, новый политический сентября, и мы актуализируем эту борьбу. А почему хороший сезон начнется? Ну, потому что сейчас закончатся эти предвыборные страсти, там у всех тоже кипят выборы там, в городские, муниципальные советы, и начнется рабочий сезон, там, принятие бюджета и, там, и так далее. Мы же тоже многому научились. А вам не обидно, когда там заголовки, что вот там Заксобрание Владимирской области приняло такой-то закон или такое-то решение, но вы знаете, что вы никакого отношения к этому решению не имели и вообще не голосовали, и от вас там даже ничего не зависело. Но... Нет, почему? Они звонят по телефону, заочное голосование, такая практика есть, которую мы наша фракция отказалась участвовать в заочных голосованиях. Но я еще раз говорю, наши голоса не имеют значения. Ну, да. За мы или против, они все равно своим большинством протащат любое, все, что хотят. Поэтому я считаю, что в юридической плоскости у нас практически нет возможностей бороться с этим. Но, значит, надо переходить к политическим методам борьбы, информационные, политические методы борьбы. Вот информационно мы будем там с издательством «Довод» делать совместно, как говорится, обзоры такие ситуации социальной, политической, экономической Владимирской области. Это Владимирское издательство. Да, наше издание молодое такое, оппозиционное, интересное. Ну и тому подобные вещи. А люди приходят на прием же, да? Как-то? На прием очень много людей приходит. Да, у меня со времени моего депутатства там больше 150 человек, 150 запросов мы послали, и по некоторым есть решение достаточно серьезное. Допустим, вот женщина пришла, жаловалась, она там жила, значит, в деревушке, по-моему, это в Александровском, Киржачском районе. И автобус ходил, все советское время. Вот автобус заходил в эту деревню там раз в день. Можно было приехать, уехать. Потом они убрали автобус. Она говорит, а как нам жить? До дороги идти 3-4 километра через лес. Страшно. Фактически умирайте, старушки, им сказали. Вот сейчас мне как раз позвонили, сказали, мы писали запрос. Сейчас принято решение, там, 3 раза в неделю автобус будет заходить в эту деревню. Ну, хоть так. Слушайте, ну, казалось бы, мелочь, но вообще-то для многих людей это совсем не мелочь. Делается все, чтобы вымерло
вымерла глубинная Россия. Вот сознательная политика уничтожения сел, деревень и малых городов. Потому что именно там возникает национальное самосознание. Именно там возникает, мало того, что у малых городов и сел нету никакой финансовой базы для жизни, у них все забирают. Что бы ты там ни делал, каким ты бизнесом не занимался, у тебя не хватит рынка, у тебя нету никаких дотаций серьезных. Ты должен стоять на коленях, выпрашивать сверху всегда. Ты не можешь держать их в нормальном состоянии, налоги нигде не остаются, там нету инфраструктуры нормальной. А те говорят, да уезжай отсюда, в города переезжай, в Нижний там, или в Москву. Это сознательная политика уничтожения естественной базы воспроизводства, вот, человеческой базы воспроизводства народа. В городах же люди просто живут. В городах люди просто живут, а у нас эфир закончился. Да. Спасибо большое, Максим Шевченко.